борщу, который я сегодня готовлю, я сделаю пампушки. Это очень простой рецепт и абсолютно беспроигрышный. У вас всегда получатся нежные мягкие булочки для вашего борща. Как говорят на Украине, да и в России тоже, борщ без пампушек, как секс без, хотел сказать, игрушек, но неважно. Короче, нельзя борщ есть без пампушек. И поэтому, пока готовится наш борщ, мы быстро сделаем вкуснейшие пампушки. Поехали. На 500 грамм пшеничной муки я возьму 150 мл молока, 150 мл воды, 50 мл растительного масла, можно не рафинированное, примерно пол чайной ложки соли, 2 чайные ложки сахара с горкой, где-то грамм 5 сухих дрожжей и 1 желток для смазывания. Чтобы тесто подходило быстрее, я его сделаю на жидкой опаре. Вливаю в кастрюлю воду и молоко и нагреваю градусов до 40. Теплую смесь переливаю в чашу комбайна, добавляю дрожжи, сахар, щепотку соли, хорошо размешиваю и добавляю немного муки. На жидкой опаре тесто подойдет быстрее. Накрываю полотенцем и отправляю в теплое место минут на 30. Опара отлично подошла, увеличилась в объеме раза в 3. Добавляю оставшуюся соль, растительное масло и просеиваю оставшуюся муку. Тесто буду замешивать в комбайне минут 5 на средней скорости. Снова накрываю полотенцем и оставляю тесто подниматься минут на 40. Теперь сделаю админку. Мне нужно вывести из теста углекислый газ и снова насытить его кислородом, чтобы дрожжи заработали еще сильнее. Иначе без воздуха они начнут свое анаэробное брожение и будут вырабатывать спирт и кислоту, что нам совсем не нужно. Накрываю полотенцем и даю тесту подойти последний раз тоже минут 40. Подготовлю желток для смазывания. Смазывать пампушки перед выпечкой необходимо не только для красоты, но и для того, чтобы смочить поверхность, чтобы они могли лучше подняться и им не препятствовала корка, которая сразу образуется на поверхности при высокой температуре. Поэтому в желток я добавляю воду. Для выпечки я возьму высокую форму и смажу ее растительным маслом. Подсыпаю стол мукой и аккуратно выкладываю тесто. Как видите, тесто получилось довольно жидкое, но мне именно такое нужно. С ним, конечно, тяжело работает, но я хочу, чтобы пампушки были легкие и воздушные. Так как тесто очень нежное и липкое, нам понадобится много муки для подсыпки. Тесто нужно несколько раз сложить и разделить на 16 частей, примерно по 53 грамма. Формируем шарики, постоянно складывая тесто, пока оно не станет более-менее эластичным. То есть, как еще говорят, натягиваем глютеновый каркас. В отличие от другой выпечки, пампушки я укладываю плотно. При расстойке и выпечке они будут подниматься вверх и склеиться, но в этом и суть пампушек. Накрываю полотенцем и оставляю минут на 40 для расстойки. Ну вот, пампушки поднялись, теперь я их смажу желтком с водой и отправлю в печь. Выпекаю минут 20-30 при температуре 200 градусов. Тут все зависит от вашей духовки. Обычно пампушки смазывают соусом из молотого чеснока, зелени на основе воды или растительного масла. Но у меня осталась заправка для борща из молотого сала с чесноком и петрушкой. Думаю, она отлично подойдет. Ну попробуем. Нежная, чесночная. Вот теперь можно подавать борщ.